Добрый день, друзья! Огромное вам спасибо за поздравления, за теплые слова. Нас действительно уже более 100 тысяч. Спасибо подписчикам, которые пишут комментарии, являются спонсорами. Всегда вижу ваш значок рядом с вашими комментариями. Вы просто помогаете мне в развитии моего канала. Спасибо всем, кто пишет комментарии, кто делится своим опытом, даже выполняет мою работу и отвечает на вопросы. Действительно, когда у вас появился опыт, вы можете помочь тем подписчикам, которые еще не имеют этого опыта. И спасибо вам огромное за это. Ну а сегодня ответы на ваши вопросы. Татьяна, в одном из видео вы говорили о пудре Чистотел. Хочет узнать подробно о его применении. Она купила этот препарат, насыпала в пазухи орхидеи, и сколько времени этот препарат может находиться в пазухах орхидеи. Вот этот препарат, пудра Чистотел, который используется для животных, уничтожает клещей, блох, волосоедов, ну и то, что может быть у наших животных. Вдруг появляется. На моих нет, слава богу, потому что мы системно применяем к ним другие препараты. Вот эта пудра, да, она от клещей, но именно от клещей для животных. Но клещи, они и для животных, и у орхидей, они все собраны в один, по-моему, отряд или вид. Это паукообразные. Поэтому применение вот такой пудры оправдано на наших орхидеях. Ну, какой есть нюанс применения на животных и применения на цветах? Животных мы насыпали, хорошо это втерли, они бегают, соответственно, пудра с них это слетает, на каких-то клещей попало, на каких-то не попало, а цветы-то наши стоят и никуда не ходят. Поэтому как мы насыпали в пазухи, так там все и остается. Может быть на листике, может быть, знаете, бывает поражение листа, когда прямо видно, что клещи покусали, такие серенькие пятнышки бывают, и с розовыми, даже можно иногда без микроскопа это все увидеть. Тоже нужно насыпать. Но в инструкции к этому препарату написано, этот препарат контактный, такой же, как и наш фитоверм, который мы применяем для растений от клещей. Ну, правда, там другое действующее вещество. То есть, если эта пудра конкретно попала на клеща, или клещ, который, передвигаясь на лапках, зацепил эту пудру, тогда он действительно погибнет. А если пудра не попала на клеща, ну вот он обошел эту пудру каким-то образом, то никакого действия на клещей она и не окажет. И опять же в инструкции написано, что применять такую пудру, например, на животных, стоит раз в месяц. То есть засыпали вы на орхидею, через месяц она при контакте с кислородом, ну, просто сказать, это выдыхается или окисляется и перестает действовать. Значит, в этот момент вы кисточкой, простой сухой кисточкой, выметаете всю эту пудру из пазух растения или насыпаете новую, если вам это нужно, ну или обрабатываете каким-то другим препаратом. Есть еще вот такой препарат, который применяется для животных, это дельцит, это ампулы. Я не применяла. Если этой пудрой я пользовалась, засыпала в пазухи, да, она действительно действует, то дельцидом я не пользовалась. Но прочитав инструкцию, не могу вам подсказать, насколько развести ампулу. Ну, потому что когда нет своего опыта, сказать, что надо эту ампулу развести на 200 грамм или на литр, только опытным путем это можно узнать. Вот этот препарат, но, по крайней мере, для животных, он системный. То есть он проникает в кровь животных. Наверняка и в клетки растения тоже проникнет. Но он и контактного, и системного действия. Но такими препаратами
Но как, впрочем, и все препараты для борьбы с клещами, специальные цветочные, не специальные вот такие для животных, все равно с клещами нужно бороться очень-очень долго. Хотя мы говорим, что препарат можно применить 2 раза, и он убьет всех клещей, но по опыту могу сказать, с яйцами клещей очень мало борются препаратов. Ну, практически нет таких, которые действуют именно на яйца клещей. Поэтому обработки приходится повторять. Где-то там яйцо, где-то глубоко в пазухе оно осталось. И потом, когда благоприятные условия, опять вылупляется этот клещ, и опять начинается та же самая борьба. Поэтому я вам летом показывала, что летом я стараюсь раз там в месяц или 1,5 провести системную обработку всех абсолютно растений от клещей. Зимой делаю реже, потому что зимой не так жарко, а клещи любят очень теплую погоду. Для них 27-30 градусов, они тогда размножаются с молниеносной скоростью. Зимой я делаю раз в 2-2,5 месяца системные обработки. Но я не такими препаратами делаю, а показывала биокилом, амайтом, карамайтом, масай. Ссылочку, как всегда, оставлю на видео в правом углу экрана. И все ссылки, которые будут касаться то, о чем я говорю, и уже подробно об этом рассказывала, будут еще оставлены под видео. Поэтому я их все время обрабатываю. К сожалению, у нас такой жаркий регион и не влажный, а клещи боятся влажности, что бывают такие неприятности. Чтобы их избежать, я делаю такие системные обработки. Ольга Оленева. При какой температуре в квартире в осенне-зимний период можно пересаживать орхидеи? Я бы не стала пересаживать орхидеи при температуре 20 градусов и ниже. Это может быть губительно для корней. Им и так тяжело переносить такую температуру, потому что самая комфортная для них температура это где-то от 24 до 28 градусов. Да, они выдерживают и 15 градусов тепла, и 35 градусов тепла. Но если у вас действительно холодно в квартире, потерпите до весны, когда будет тепло, тогда пересадите. Может быть, еще и раскукленных корней хороших дождетесь. Тогда это будет для орхидеи безболезненно. Тут в такой температуре и поливать-то нужно очень осторожно, потому что просыхают грунт и корни очень долго. Если это возможно, оставьте пересадку на лето. Кстати, еще хочу сказать, много всегда задаете таких вопросов, придерживаюсь ли я при пересадках лунного календаря. Нет, не придерживаюсь. Фейзура Сабирова. Этот вопрос о переносе при пересадке части грунта в новую посадку, вот здесь действительно я в прошлом или позапрошлом видео очень подробно рассказала, почему я не переношу старый грунт в новые посадки. Вот она спрашивает, нужно ли, можно ли и зачем это делается, когда переносится часть старого грунта в новую посадку. Я там очень подробно об этом рассказала. Переходите, смотрите. Все ссылочки, как всегда, будут. И вы промываете корни почему? Вот именно поэтому я и промываю корни, чтобы убрать всех вредителей, которые находятся в почве, и не переношу старый грунт. Вот об этом я и рассказываю в том видео. Татьяна Кольчугина. При пересадке котлей не обрабатываете ли вы корни Максимом? Там ведь тоже есть гнилые корни. У котлей корни раза в 3 тоньше, чем у фаленопсиса. И если вы разобрали котлею и увидели гнилые корни на старых бульбах, то эти корни можно смело обрезать. Котлея растит корни
только от нового роста, от новой бульбы. Старые корни у нее отмирают. С этими гнилыми корнями я никогда их не пересаживаю. Если есть возможность, и я разбираю полностью котлею, я эти старые корни все вырезаю. Оставляю только, знаете, у нее такие тонкие, маленькие, белые, серебристые корешки. И тоже вот растущие они есть, прямо зеленые кончики у них. У меня, к сожалению, нет сейчас такой котлеи, на которой я могла бы вам это показать. Но ни одна старая бульба никогда не будет растить новых корней. Они делают запас вот в эти толстенькие свои бульбочки питательных веществ, а вот это корневище, ризома, вот как раз она перемещает все эти вещества и помогает растить новую бульбу, новый рост, корни и все остальное, что нужно орхидее будет. Поэтому новые корни растут только от новых молодых ростов. Поэтому обрабатывать старые корни Максимом это бессмысленно и не нужно. Да и такие тонкие корни не стоит обрабатывать. Вы их просто сожжете, Максим. Но они и так гнилые. В любом случае. Лучше отрезать. Вот один из вопросов, который я именно здесь выписала, и хочу вам зачитать этот вопрос и сказать, сколько вы таких, какое огромное количество вы задаете таких вопросов, на которые ответить, я не могу просто ответить на такой вопрос. Давайте послушаем этот вопрос, и вы поймете, почему я не отвечаю даже на такие вопросы. У меня орхидея дает цветов очень мало и цветет недолго. Сразу после цветения цветонос высыхает. Могу еще привести примеры таких вопросов. Мне подарили орхидею, она у меня пропадает. Что с ней делать? У меня орхидея сгноила все корни. А что мне делать с ней дальше? Моя орхидея начинает сушить листик. А как мне с ней поступить? Какая орхидея? Вот для того, чтобы ответить на такой вопрос, я должна знать, какая орхидея. Орхидей великое множество. Не только фаленопсисов. Вот у меня здесь рядом стоит пафиопедилум, венерин башмачок. Фаленопсис и венерин башмачок отличаются по уходу, так же как и котлеи, все бульбовые, дендробиумы нобили, дендрофаленопсисы. У них по-своему все это происходит, у фаленопсисов по-своему. Уход, он не сильно разный, но помощь оказать. Вот недавно мы с девушкой разбирались, мне подарили орхидею, название не знаю. На 5-м посте мы выяснили, что это не фаленопсис, а это дендробиум нобили. Я начинаю рассказывать, а оказывается, что это совершенно не то. И для того, чтобы вот сделать какой-то вывод, например, в первом прочитанном вопросе, цветет недолго. Бульбовые цветут недолго, мини-орхидеи цветут недолго, засушивают цветоносы очень быстро, цветут недолго. Разные орхидеи делают по-разному, но фаленопсисы и бульбовые орхидеи, они немного отличаются в уходе. Ответ на такой вопрос, я даже не знаю, что это за орхидея, как же я могу ответить на такой вопрос? Давайте, очень много уделила такому вопросу, но ответить я не могу. Я не знаю, что за орхидея. Кристина Евсюкова. Про длительность работы фунгицидом мы знаем благодаря вам. А по инсектицидам? Можно ли удобрять после обработки, давать витаминки, особенно если обработка проводится не по листу? Когда вы лечите орхидею, в это время никак ее не удобрять, ни витаминками, никакими, ничего нельзя. Вы должны вылечить орхидею сначала, а потом пройти должна примерно неделя, и только после этого вы можете начать удобрение. Потому что она получает химикаты именно для лечения. Есть системные препараты, которые проникают в клеточки растения.
она не может одновременно и эти препараты, и другие препараты. Ей нужно это все перерабатывать. Так что дайте ей возможность сначала закончить с химией, даже не 1 неделю, 2 недели можно дать орхидее на переработку каких-то химикатов. А когда она их переработала, тогда начинайте удобрять, начинайте подкармливать, орхидея ваша уже здорова. Вы прямо увидите, как она после лечения, как она сразу пойдет в рост. Любовь Михерева. Отсутствовала 4 дня, появился цветонос 1 сантиметр. И неприятный сюрприз. Цветонос вырос и ушел в шейку мамы. Аккуратно попыталась его извлечь, сломала. Почему так происходит? Ну, почему так происходит, я вам не скажу. У меня тоже недавно был такой случай, ну не недавно, а год назад. Цветонос сделал вот такую петлю и ушел в шейку. Но цветонос нашел, куда ему выйти. Я не стала его доставать, потому что знаю, что потянешь, он очень хрупкий, он обязательно сломается. В этом месте его нужно будет потом обработать чем-то, чтобы... В этом месте слома его нужно обязательно обработать перекисью водорода. А вот если вы не стали его доставать, у меня этот цветонос вышел через другой листик. Ну, он порвал так лист и вышел в следующей пазухе. И прекрасно отцвел. Я не трогаю, стараюсь не трогать такие цветоносы. И бывает это очень редко. Если этот цветок у вас недавно купленный, то от действия гормонов и листья растут корявые, и цветоносы вот так бывают корявые. Ну, все что угодно можно быть. Предполагать мы можем очень многое, а точно сказать это нельзя. Бывает, редко, но бывает. Но если вы сломали цветонос, и если у вас он уже хотел цвести, он сейчас подумает какое-то время и выпустит новый цветонос, не волнуйтесь. У меня даже было не только цветонос, а начала расти детка, и один из листьев ушел внутрь цветка. И если его доставать, конечно, мы его как-то раним. Поэтому я стараюсь не трогать. Орхидея всегда сама решит, что ей сделать. Светлана Ники. Как отличить хлороз листьев от нормального старения листа? Вот на орхидеях я бы сказала, что это сложно сделать. Хлороз бывает... Вот все, что пишут биологи, хлороз – это появление прожилок. А вот прожилок на наших листьях и нет. Поэтому отличить хлороз от просто увядания листа, вот это простое увядание листа. Он может начаться с края листа, может начаться вот здесь в серединке листа, может стремительно. Вот этому листу желтенькому месяца 2. Вот так она потихонечку его засушивает. Может быть, листик там порван, мне его не видно. Поэтому не поступает каких-то веществ к краешку листика, она засушивает. Может, ей действительно что-то нужно от этого листика. Но если вы все время удобряете, ну то есть какое-то время, в момент цветения мы не удобряем орхидеи, а в какое-то время, в момент роста удобряете свои орхидеи, я всегда говорю, равноценное удобрение плюс микроэлементы. Хлороз – это недостаток железа. И вот в этих микроэлементах обязательно есть железо в хелатной форме, которая усваивается нашими орхидеями. Поэтому хлороза как такового при использовании удобрения с микроэлементами и с железом нет хлороза на орхидеях. Хлороз чаще всего встречается на каких-то садовых растениях, ну или в природе, может быть, когда истощенная почва и в ней действительно не хватает железа. Тогда там действительно оправдано применение препаратов с содержанием железа. А если вы правильно удобряете орхидею, и в микроэлементах содержится железо,
И будь то у вас орхидея в коре, будь то у вас орхидея в керамзите или в каком-то другом субстрате для орхидей, вы ей даете это железо. Если вы действительно делаете это системно, удобряете, то есть 3-4 месяца удобряете равноценным удобрением с содержанием этих микроэлементов. А вот если сегодня мы полили азотом, завтра мы поливаем какими-то витаминами, послезавтра мы поливаем еще чем-то, где же там железо? Где-то микроэлементы, которые нужно для развития и роста нашего растения. То корни мы хотим быстро вырастить, то еще мы что-то хотим быстро сделать. И какими-то препаратами с содержанием, например, одного какого-то компонента. Вот я это никогда не делаю, поэтому у меня и хлороза-то нет. Мне один раз показалось, что на орхидее хлороз, но потом так этого и слава богу, не случилось. Поэтому применяйте удобрения. Применяйте их в тот момент, когда орхидее это нужно, когда она отцвела, когда ей нужен рост и запасти все эти микроэлементы. Тогда орхидея будет здорова, и вам не нужно будет думать, хлороз это или не хлороз. Она сушит листья тогда, когда она считает нужным, сушит правильно, от края листочка. Она забирает все нужные ей питательные вещества из листика или для роста, или для цветения. Вот здесь сейчас стоит у меня бывшая реанимашка. Нет, я вам ее никогда не показывала. Я ее реанимировала года 3, наверное, назад. Она такая капризулистая, она год цветет, год не цветет. Цветочков у нее всегда 5-6. Ну, вот такая крапинка. Название не определяла, мне это было неинтересно. Много очень всяких разных бывает крапчатых орхидей, как розовых, и разобраться в них сложно. Вот так цветет. И следующий вопрос от Ольги Бережной. Она купила растворин для вересковых 20-16-10. 20-16-10 это значит 20 азота, 16 фосфора, 10 калия. Это удобрение для роста. Здесь большее содержание азота. Следующее удобрение для цветов 18-6-18. Это почти равноценное удобрение, но фосфора мало. А фосфор орхидея использует для роста корней. И можно удобрять, но я бы им удобряла, например, хои свои любимые. Можно использовать на орхидеях, но это в том случае, если больше ничего нет. И следующее удобрение универсальное, которым я тоже пользуюсь, 17-17-17 плюс микроэлементы. Во всех этих удобрениях есть микроэлементы, и я покупала вот этот универсальный растворин, 17-17-17, покупала полукилограммовую банку, использовала за лето все эти полкилограмма. Прекрасно орхидеи росли, прекрасно дали цветоносы. Удобрение хорошее, потому что уже проверили его. Я, например, проверила. Я бы пользовалась именно вот таким. 17-17-17. Это для роста, это в период, когда орхидея отцвела, вот им нужно пользоваться. Потом нужно поискать удобрения, или, как я всегда показываю, монокалий фосфат, где нет азота, а есть большое содержание фосфора и калия. Это для роста корней и для хорошего цветения. Кстати, это удобрение дает прямо толчок к выпуску цветоносов. Екатерина Ермолова. Елена, как вы относитесь к витамину С? Насколько он нужен орхидее? Понятно, что в природе витаминками их никто не поливает, но в природе и от вредителей никто не обрабатывает. Да, конечно, в природе есть дожди, которые смывают этих вредителей, или любому вредителю обязательно найдется хищник. Например, я не думаю, что в природе есть такие клещи, которые поражают наши орхидеи, вот эти красные
красные плоскотелые клещи, но их прекрасно едят пауки. Поэтому на вредителя найдется другой вредитель. А вот то, что касается витамина С. Давайте мы сейчас отойдем от темы орхидей и вспомним, а нам с вами нужен витамин С? Конечно, нужен. Да еще как. Мы без него и жить не можем. Ну вот вопрос. Откуда мы получаем витамин С? А мы получаем с вами витамин С из фруктов и овощей. Теперь другой вопрос. А откуда фрукты и овощи берут витамин С? Их же никто там не поливает витамином С. Вот отсюда, вот такую, выстроить такую логическую цепочку. Да, почва, земля, в ней находится масса каких-то микроэлементов. И все то, что нужно для растения, она же растет там. Откуда она набирается? Тут солнышко, тут опять же это земля, тут дождик с микроэлементами, с какими-то может быть, а может быть и без них. Тут что-то где-то прилетело, какая-то бабочка, какой-то паучок, зверек пробежал, мышка пробежала, хвостиком махнула, удобрила наш огурец. Ну, это все из области сказок. Но действительно так происходит в природе. Но никто же лимоны не поливает витамином С. Это говорит о том, что растение в нужный ему момент само вырабатывает, накапливает именно эти витамины. А витамин С, что это такое? Это аскорбиновая кислота. Аскорутин – это тоже аскорбиновая кислота. Ну, всей аптекой мы хотим вот взять прямо все лекарства из аптеки и полить наши орхидеи. Орхидея сама умеет синтезировать все кислоты, которые ей нужны. Но только в том случае, если вы ее правильно накормили. Вот это все три вопроса практически об одном и том же. Если вы удобряете свою орхидею, вот 10 раз повторяю, что если вы даете питание своей орхидеи в виде удобрений, причем полного комплекса удобрений, это азот, фосфор, калий и микроэлементы, орхидея сама в нужный для себя момент, когда это действительно нужно. Нужно ли ей растить корни, нужно ли ей растить листики, ведь она ни из чего их не может растить. Она должна складывать тоже эти белковые кубики, там какие-то другие кубики и вырастить этот листик. Вот она в нужный для себя момент будет использовать микро- и макроэлементы для роста листиков, корней. Она все сделает в нужный для себя момент. Но если вам так хочется полить витамином С, янтарной кислотой или еще чем-то, вы должны помнить одно. Вы даете толчок орхидею к росту корней, к росту листьев. Но давайте будем так говорить, а еды вы ей не дали. Вы дали только толчок. Вы ее обязательно должны чем-то подкормить. Иначе из чего ей это составлять? Ей не из чего это делать. Да, она там на первых порах сейчас вот прямо там что-то вырастет, а потом скажет: а все, а питание у меня закончилось. И помните обязательно еще об одном. Если вы дали витамин С, то 2 недели вы ее не можете ни подкормить. Она должна переработать. Она что-то должна из этого сделать. Иначе она просто не усвоит то следующее, чем вы ее пытаетесь опять, плохое слово, но скажу, напичкать. Помните об этом всегда. Почему я говорю, мы один раз поливаем с удобрением, в следующий раз мы даем чистую воду. Должны дать время на переработку всего этого. Все то, что орхидея получила. Все, переработала, можно дать что-то следующее. Поэтому я не пользуюсь отдельно витамином С, витамином, там еще каким-то витамином или какими-то стимуляторами к росту. Я пользуюсь только удобрениями. Все ссылочки обязательно оставлю. Я про эти все кислоты рассказывала подробно.
посмотрите, думаю, что разберетесь. Но если останутся вопросы, конечно, задавайте. Я с удовольствием на них отвечу. И еще один вопрос, который не вошел в мою распечатку. Что же делать, когда растет цветонос и упирается в листик? Давайте с вами придумывать. Вот у меня была орхидея, которая в листик уперлась цветоносом и дальше не хотела ни вправо, ни влево. Я поставила держатель, придержала листик вот таким образом. Ну, сейчас уже упало это. Здесь можно завязать. Вот так придержать листик повыше, чтобы у цветоноса появилось какое-то освещение. Цветонос всегда тянется к свету. Дайте ему возможность увидеть свет, и он пойдет в рост дальше. Но чаще всего я так не делаю, это большая редкость. Вот смотрите, цветонос растет из пазухи и продолжает свой рост параллельно листу. Вот у него первый так идет цветонос, второй так идет цветонос. Это старый цветонос, он решил его продолжить. Прямо сильно решил продолжить. Я не успела обрезать, когда он выпустил новый цветонос и продолжил этот. Вот так, идет параллельно листу. Сейчас выйдет сюда. Мне очень нравится, когда цветы свисают такой гроздью. Поэтому такие цветоносы я не выпрямляю и не придерживаю никак листики. Обычно или с одной цветонос стороны сам начнет выходить ближе к свету, искать этот цвет. Или вот так продолжает рост, но продолжает прекрасно, я стараюсь не поддерживать. Но если действительно уперся, и вы видите, что он начинает загибаться как-то, и у цветоноса рост прекращается, придумывайте, как сделать листик, дать ему свет, и он пойдет расти дальше. На сегодня это все. До новых встреч. Увидимся на канале.